Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня у нас вторая Настина рука. Если вы помните, именно на этой руке мы косячили с непросушенным желтым гель-лаком. Как вы видите, до сих пор он есть где-то под поверхностью голубого, но тем не менее относилось все довольно-таки достойно. Желтого гель-лака нигде видно не было по периметру нашего ноготка, и все в принципе выглядело очень хорошо. Если вы не видели ролик с этим косяком, рекомендую посмотреть, потому что вот такие вот непросушенные моменты довольно часто встречаются в работе мастера. Мы же тем временем, как обычно, подготавливаем ноготки к коррекции. В данном случае коррекцию мы будем делать самую простую, самую быструю при помощи самовыравнивающегося материала. В принципе, в данном случае можно было сделать без опила, но я люблю пилить, поэтому попилим обязательно. И в этом месте вы можете самостоятельно прокомментировать каждый мой шаг. Если вдруг не можете, посмотрите предыдущий ролик, там мы делали Настину первую руку, и там я вам все шаги рассказывала. Здесь же я предлагаю вам просто залипнуть на процесс работы. А тем временем хочу сказать отдельное здравствуйте зрителям, которые первый раз у меня на канале. Не забудьте подписаться, потому что впереди будет еще очень много интересных роликов. И посмотрите на канале предыдущие выпуски, потому что там тоже безумное количество всего интересного. Ну а для тех, кто мои постоянные зрители, спасибо вам огромное за внимание. Не забудьте поставить лайк этому ролику, вам не сложно, мне безумно приятно. И пообщаемся с вами, как обычно, в комментариях. Итак, мы перекрыли наши ноготочки основным цветом и приступаем к дизайну. В качестве дизайна я решила сделать основу из геометрических фигур. В данном случае у меня вот такие вот теоретические прямоугольники, которые я делаю из того же цвета, которым я покрывала ногти, смешав его с белым. Сначала вырисовываю один ряд прямоугольников, потом добавляю еще рядочек. В общем, на самом деле тут теоретически планировался маленький голубенький цветочек в стиле минимализма, но, как обычно, с минимализмом у нас не очень-то хорошо получается, поэтому получился максимализм в итоге. Итак, минимально рисуем минимальные прямоугольники, добавляем еще парочку, потому что этого маловато, и как обычно. Ну, в общем, все как всегда, девочки, ничего не меняется, все как обычно. Сверху еще блесток насыпем.
Итак, у нас 3 яруса разноцветных прямоугольников. Каждый цвет у нас светлее предыдущего. Теперь эти прямоугольники нам нужно разделить, поэтому берем кисточку и тоненькими линиями обводим наши прямоугольники. И в принципе вот вам первый вариант готового дизайна. На этом можно было остановиться. Это уже сам по себе дизайн, вполне себе самодостаточный. То есть вот такой дизайн, это дизайн номер 1. Далее дизайн номер 2. На поверхность нашего ноготочка добавляем еще несколько пересекающихся линий в качестве прямоугольников или просто каких-то более плотных линий для того, чтобы подчеркнуть именно геометрическую составляющую нашего дизайна. И это у нас получается второй полностью самостоятельный дизайн. Далее, как я и говорила, мы решили сделать очень маленькие, очень меленькие, минималистичные цветочки. Сделали вот такую вот веточку из морсковых цветов, посадили это все на цветоложе, все это сделали, собрали, получилось безумно красиво. Вот вам еще один вариант дизайна. Но потом мне показалось, что и тут немножечко маловато, поэтому я решила эти цветочки пролепить. Взяла гель-пластилин и сделала лепку на местах своих цветов. Вот еще один вариант дизайна. То есть, девочки, смотрите, в одном мастер-классе мы посмотрели 4 разных варианта дизайна, которые можно сделать на одной основе.
Итак, на мой вкус, вот это вот самое минимальное, на чем стоит остановиться. Но это на мой вкус. Если ваш вкус отличается от моего, а это скорее всего так и есть, вы можете остановиться на любом из ниже перечисленных вариантов. Причем вот эти геометрически пересекающиеся полоски можно было сделать без прямоугольников. Цветы можно сделать без геометрии. В общем, все, любой момент отсюда выкиньте, и от этого ничего не поменяется. Вернее, нет, как раз таки поменяется, и это будет уже совершенно другой дизайн. Поэтому, девчонки, включайте свою фантазию. У вас есть основа, которую я вам дала. И теперь на эту основу вы своими нитками можете вышивать любой результат, который вам нравится. А у меня на сегодня все. Надеюсь, вам было полезно, надеюсь, вам было интересно. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!